Приветствую вас на своем канале. Я протестировал новую стратегию Stormgate. Поначалу насторожил визуал, в результате чего первое впечатление было сомнительным. Однако потом, поиграв подольше, я понял, что эта игра может претендовать на формирование собственной аудитории. У нее есть свой стиль, несмотря на то, что геймплей собран из всех известных других игр в жанре RTS. Сейчас это не является минусом, а наоборот, если взять лучшие элементы с других игр и грамотно реализовать их в своем проекте, то игра может получиться стоящей. Данное творение миксует в себе три игры: StarCraft 2, Warcraft 3 и Red Alert 3. В этой игре, как и в StarCraft, есть три расы, схожие по визуальной стилистике и возможностям развития. Авангард — это тираны, инферналы — это зерги, и небожители — это протоссы. Игра заинтересовала меня с того момента, как я обнаружил в геймплее интересный нюанс. На картах существуют специальные врата бури. Они периодически активируются. Игрок, который первый их захватит, получит случайный усиливающий элемент. Например, с этих врат можно активировать уникального юнита, который способен создать полноценную копию из любого бойца в нашей армии. Таким способом моментально можно дублировать самого мощного и дорогого юнита. Еще этот способ позволяет выходить за рамки лимита управления войск. В данной игре есть ограничения на количество построенных юнитов. Данный прием позволяет наращивать войска бесконечно. Конечно, такой маневр можно провернуть с компьютером, а против реального игрока вряд ли получится. Или врата бури даруют нам специального юнита, который может вселиться в бойца навсегда, тем самым увеличить запас здоровья и скорость атаки на 50%. Интересен сам факт наличия таких механик в данной игре. Меня также порадовал макроконтроль в Stormgate. Если кто не знал, макроконтроль в играх — это стратегия, ориентированная на перспективу и требующая от игрока управления глобальными аспектами игры: экономикой, развитием, передвижениями по карте, коммуникацией с командой и анализом ситуации в целом. Тут многие здания наделены усиливающими способностями, которые могут применяться на юнитов и на другие здания. Например, у расы Авангард есть склад припасов, способный трансформироваться. Первая трансформация — солнечное жилище, которое лучом устанавливает связь с другим зданием. Этот луч ускоряет время постройки юнита. Вторая трансформация — оплот. Он способен дать другому зданию или юниту защитный баф на время. Меня восхитила механика системы рангов. Юниты улучшаются, когда в сражениях убивают врагов. Помните, как эта механика была здорово реализована в игре Red Alert? Я помню, как за Бориса с 3-м рангом можно было сносить многих противников на изи. Тут тоже есть 3 разряда званий, и при повышении ранга юнит усиливает свои боевые способности. В теории можно собрать супер усиленное войско, состоящее из юнитов 3-го ранга, но на практике это будет сделать непросто. Хорошо, что разработчики дали нам такую возможность. Игра находится в стадии разработки. Это неудивительно. Сейчас в современной игровой индустрии каждый второй проект открывается игрокам заранее, до финального релиза. В Steam появилась возможность скачать ее бесплатно. Естественно, я этим воспользовался. На данный момент в игре можно поиграть против компьютера 1 на 1, но при малом выборе карт. Также доступен PvP режим 1 на 1 против живого игрока. Я поиграл в PvP режиме, и мне в целом понравилось. Меня даже один игрок за небожителей застроил вышками, зафотонил, прям как в игре StarCraft 2. В PvP режиме игроки находились довольно быстро, но иногда я попадался на одних и тех же. Также существует возможность пройти кампанию, которая имеет элементы RPG. Нужно будет играть за героя, на котором завязаны многие важные игровые моменты. Мне этот элемент напомнил сюжетную линию из игры Warcraft 3. Там тоже сюжет был выстроен вокруг героев. Меня смутило расположение игровой карты. Разработчики ее установили в правой части экрана со смещением к центру, когда почти во всех стратегиях ее располагали в левом нижнем углу. Поначалу постоянно направлял свой взор в левый нижний угол. Еще долго привыкал к новой раскладке горячих клавиш,
для управления зданиями и войсками. Они тут тоже отличаются. В общем, потребуется время на адаптацию. Мой первичный итог таков. Игра интересная, особенно мне понравилась механика «Врата бури». Эта игровая активность располагает к тому, чтобы игрок вокруг нее выстраивал стратегию. В Штормгейте скорость передвижения войск и время на убийство юнитов, как мне увиделось, немного ниже, чем в игре StarCraft 2. Разница в игровой динамике между двумя играми составляет примерно около 10% или в некоторых моментах максимум 20%. В Штормгейте геймплей завязан на способностях, которые дают разные усиливающие эффекты. Можно, конечно, играть по классике. Создаем быстрее противника мощную армию и выносим его своими войсками автоатакой. Но в этой игре использование способностей дает разнообразие и серьезное преимущество. Данной игре даю оценку 7 из 10. Игра занимательная, с хорошим потенциалом. Стратегия – это долгосрочный план, который объединяет все части организации для достижения конечных целей. Подписывайтесь на канал и группу в Телеграме. Всего хорошего!